Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, на этот раз есть как хорошие, так и плохие новости. Я, пожалуй, начну с хороших. Все больше и больше стран наконец-то начинают рассылать приглашения на интервью по DV 2021, и на сегодняшний день приглашения получили люди из более чем 40 стран. Общее количество дел, которые уже находятся в посольстве или имеют транзитный статус, перевалило за 800. Конечно, цифра все еще не очень большая, но движение идет в правильном направлении каждый день, а это очень хорошо. И несмотря на то, что посольства США во многих странах, например, в России, Узбекистане и Таджикистане пока не начали рассылать приглашения, ситуация может измениться в любой момент, ведь список стран, которые начинают работать, как я уже сказала, постоянно увеличивается. Кроме того, на сайте посольства США в Украине появилась информация о том, что начиная с 1 апреля посольство начнет обрабатывать заявки на получение всех типов иммиграционных виз, включая диверсификационные, то есть визы победителей DV 2021. Будут они работать в ускоренном режиме или в обычном, угадать невозможно, но тот факт, что такое объявление они разместили у себя на сайте, может быть очень хорошим знаком. Надеюсь, к Украине в ближайшее время присоединятся и другие страны, где ожидают интервью наши подписчики. И, конечно же, такую информацию я сообщу максимально оперативно. Так что не забывайте подписываться на наш канал и оставлять комментарии, чтобы алгоритмы YouTube продвигали наши видео и про канал узнавало все больше и больше людей. Ну а теперь к плохим новостям. Вчера состоялось судебное заседание по иску Аннунсиато, которое вел иммиграционный адвокат Чарльз Кук и его коллеги. В этом деле они представляли несколько сотен победителей DV 2021 и желающих получить другие типы миграционных виз, а также хотели добиться резерва 55 тысяч виз для DV 2021 на этот год. Насколько я помню, набор в этот иск проходил в октябре-ноябре 2020 года. Основной причиной создания этого судебного иска была трамповская прокламация 10.014, из-за которой истцы не могли пройти собеседование. Судебное разбирательство длилось так долго, потому что судья и государственные ответчики назначали все новое и новое заседание и переносили слушания, сперва ссылаясь на то, что прокламация и так закончится сама по себе 31 декабря, а затем на то, что новая администрация Байдена ее отменит. И вот, когда прокламацию наконец-то отменили, судья, ведущий это дело, сообщил свое предварительное решение. По его мнению, теперь этот иск не имеет юридической силы или как минимум является спорным, ведь прокламации, которая была основной претензией иска, больше нет, и в том, что истцам она нанесла непоправимый вред, он не уверен, ведь все еще есть время получить визы. Он уточнил, что это лишь предварительное решение, и он готов пересмотреть его после того, как обе стороны подадут ходатайство после сегодняшнего брифинга, но также предложил адвокатам подать новый иск, который бы соответствовал текущей ситуации больше, чем этот. На наш взгляд, это максимально абсурдное решение, ведь судебное разбирательство постоянно затягивалось, получается, только ради того, чтобы не выносить никакого решения. Во вчерашней трансляции на YouTube, ссылку на которую я оставлю в описании, Кук сообщил, что они, конечно, готовы создать новый иск, если другого выхода не останется. И, скорее всего, он даже перенесет дела всех истцов в новый иск бесплатно и сможет набрать новых желающих. Но на это снова могут уйти месяцы, и судья может тянуть с окончательным решением до конца сентября, а потом сказать, что основная жалоба иска уже не актуальна, ведь финансовый год закончился, и теперь надо создавать новый иск с более актуальными претензиями. Тем не менее, повторю, это не окончательное решение и не самые плохие новости, которые могли быть, ведь прокламации 10.014 уже и правда нет, и собеседования уже потихоньку назначаются и без судебных исков. Я очень надеюсь, что в ближайшее время решатся и проблемы с прокламацией 10.143, более известной как Шенгенский бан. О ней я подробно рассказывала в других наших видео, ссылки на которые вы найдете тут и в описании. А если этого не случится, новые судебные иски на эту тему не будут растягиваться на такое длительное время, и в странах Шенгенской зоны и других регионов, попадающих под действие прокламации, собеседование начнется уже совсем скоро. На сегодня все, друзья. Если у вас есть более точная информация на тему иска аннунсиата и прохождения собеседований в разных странах, пожалуйста, расскажите об этом в комментариях. Ну а я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях.
Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.